Ух, какой вопрос. Как помните у Чуковского, таракан тараканище, вот мотиватище. Да. Вау, круто. Это вообще то, что мы любим вспоминать, там кучу историй. Ну, вот никому не рекомендую. Добрый день, всех приветствуем на канале «Открытый бизнес». И сегодня мы находимся в гостях у Максима Натапова, основателя One International School. Наша тема – бизнес в сфере образования, прогнозы, перспективы и риски развития в России. Максим, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Спасибо, что приехали. Спасибо. Первое впечатление очень приятное. У нас была небольшая экскурсия по школе. Расскажи, пожалуйста, коротко о школе, о том, как появилась эта идея, что представляет экосистема, может быть, какие-то цифры, факты, истории. Ну, у нас в Москве 6 кампусов, 2 школы, 4 детских сада. Вот, есть у нас еще летние лагеря предпринимательские, мы их в 2 регионах организовываем. Ну, если вкратце, то так. Цифры. Ну, у нас там, около 1000 студентов учатся. Вот. Растем, планируем открытию 7-й кампус. Вот сейчас смотрим на возможность открытия международного кампуса. Вот. Так что занимаемся образованием от детского сада до университетов. То есть достаточно такой полный цикл, действительно сложившаяся экосистема и интересные перспективы. Но я думаю, о перспективах мы еще поговорим. А сейчас у меня вот такой вопрос. Почему ты решил заниматься именно этим бизнесом? Вот какова была история начала? История была, ну я рассказывал, история была следующая. Это был 10-й год, я был счастливым нефтяником, мне было там 30 сколько-то там лет, вот, и я планировал пойти учиться. Я выбирал между 2 университетами, между Дюком и Вортоном. Ну, вот, и в этот момент Сколково, школа управления, подсуетилась, и как-то там хитрыми способами они меня уговорили сначала экзамен сдать. Говорит, ну сдай, что там, потом еще что-то. Вот, и в итоге я стал студентом, одним из первых. Я оффер получил в конце 2010 года, студентом, одним из первых самой дорогой бизнес-школы в мире в тот момент. Вот, там с учетом еще курса евро к доллару, в общем, это была самая дорогая школа. Вот. Но аргументация, это было финальное интервью с Варданяном, и вот Рубен Карленович, он интервьюировал и выбрал меня, там еще там, некоторых товарищей. Вот. Он сказал, что аргументация была хорошая. Он сказал, что ты свой бизнес там планируешь там, с Россией быть связанным? Я говорю, ну да. Он говорит, ну вот тебе вот этот нетворк поможет. И плюс к этому там он привел примеры про количество кейсов, которые разбираются во время учебы. То есть, если в обычном там университете топовом там их будет про Россию или про emerging markets там совсем мало, то здесь это будет основа. Вот. Ну так все и получилось. Вот, а потом Рубен с командой, они вот как раз операционно все вот это были. Я учился на программе Executive MBA 4-я ЕМБА. Ну, вот, то есть это как раз с конца 2010 года мы начали учиться, по-моему. Ну вот, и он с командой были операционно вокруг, ну, в общем, операционно вели вот это в первые годы. И я, как и многие, там дергал его за рукав и задавал вопрос, куда деньги инвестировать. Ну, работа в нефтяной сфере там позволила заработать деньги, ну и хотелось куда-то их инвестировать. И вот его личная рекомендация у меня была, он сказал, в образование иди там. Вот. И я вот, в общем-то, старший товарищ, сказал, что делать. Ну, комсомол ответил, есть. Я сказал, ну хорошо, я этим занялся. Вот. Ну, так это я и пришел к этому бизнесу в сфере образования. По совету, по рекомендации. По напутствию, наставлению, так сказать, да? Человека, который, да, там, за миллиард продал Сберу свой тройка-диалог. Ну, можно доверять человеку. Можно довериться, да, такому экспертному мнению. Вообще Рубен Карленович человек визионерского толка. Он вызывает огромный интерес и уважение своей горизонтного планирования. То есть одни из тех вещей, которые он двигал и которыми мы руководствуемся, о том, что без доверия не построишь общество, и вот у него, когда у тебя еще горизонт планирования там, лет 15, 20, 30, то ты выигрываешь очень сильно. И он приводил пример Ли Куан Ю. Вот. Ну вот мы тоже в сфере образования очень много говорим о смыслах, о миссиях, о миссии, о ценностях и о том, в общем-то, мы смотрим лет на 15-20 вперед. Это нам позволяет делать правильные вещи.
Ну да, учитывая то, что выпускники, которых вы образовываете, будут вступать в свою активную профессиональную деятельность как раз через 10-15 лет, да, то очень мудро, наверное, подумать сейчас о том, каким будет мир и какие будут профессии и знания востребованы как раз к вот этому периоду времени. Вас надо в образование. Я все время работала в образовании, да, поэтому немножечко это... близка к этой сфере. Мне очень интересно действительно сегодняшнее интервью проводить. А если говорить о перспективах и вообще о рынке вот, развития коммерческого образования в России. Наблюдаются наверняка сейчас какие-то вот тенденции, тренды, может быть. Можно поделиться вот с нашими подписчиками своим мнением? Ну, у нас в России, последние цифры, которыми мы владеем, они говорят, что у нас до 2% детей получают частное образование в стране. Это один из самых низких страновых показателей. И он, безусловно, накладывает определенный отпечаток на то, что происходит. Вот. Это если говорить о цифрах. Я думаю, что количество частных заведений, ну сейчас вообще все меняется, да, вот мы же сталкиваемся с тем, что это период турбулентности, он становится таким практически ежедневной, новой реальностью, вот, поэтому все сейчас очень сложно что-то прогнозировать, поэтому не знаю, я даже не дам прогнозы, не знаю. Я могу говорить о Москве более точно, да, вот, потому что мы в этом городе работаем, да, и наши кампусы в Москве. Вот я могу сказать, что, конечно, в Москве огромный дефицит школ частных, качественных, это огромный дефицит. Вот, и это, ну, собственно, большие конкурсы, большие сложности с попаданием, вот это, ну, это вот такая специфика. Вот как это будет меняться, я думаю, что ситуация вряд ли будет улучшаться, потому что школа, в общем-то, делать это дорогое удовольствие достаточно. И если раньше там в спокойные времена можно было как-то там что-то спокойно развиваться, то сейчас уже таких вот возможностей для как бы такого периода спокойного развития, да, потому что все же развивается, все требует, ну, то есть оно ты сразу никогда не создашь что-то готовое, да, то есть ты должен, вот, как ребенок учится ходить, говорить, так и с образовательным учреждением все то же самое. Период зрелости наступает там, через какое-то время, вот, и вот это надо прожить, этот период. Вот, я думаю, что сейчас проживать его сложно, поэтому люди, конечно, будут искать те, кто хотят выйти на этот рынок, им нужно брать договариваться с теми, кто владеет, брать какие-то экспертные готовые решения продуктовые, это очень важно. Это позволит сэкономить время, деньги, ресурсы, ну, в общем, так, ну и кусок жизни. Вот я бы так, наверное, сказал. Ну, наверное, так бы ответил на ваш вопрос. Это, кстати, очень ценная сейчас информация для тех, кто задумывается об этом рынке. А вообще, если говорить о конкуренции в этом сегменте, насколько она высока и что следует учитывать? Ну, учитывая, что у нас меньше 2% в частном образовании, да, то я бы ну, если про школу говорить, в садах побольше, я бы вообще о конкуренции вообще бы не говорил. Потому что, ну, по сути, ты просто находишь... Это все какие-то островочки там, жизни на... ну, скажем, на каком-то большом ландшафте. Образование сейчас находится на этапе вообще пересборки. То есть старые нормы, они перестали работать. То образование, которому, ну, вот, если мы обращаемся к аудитории, не знаю, там, 30, 40, 50 там, плюс летних мужчин и женщин, то это, в общем-то, люди, продукты той системы образования, которая была спроектирована под запрос. Самый последний запрос был в середине прошлого века. Это вообще во всем мире, не только в России, это такая глобальная. Вот. Это был запрос на производство людей обученных, дисциплинированных, способных решать задачи в условиях определенности. Сейчас по мере развития повышения частотности возникновения задач, необходимых, требующих решений в условиях неопределенности, соответственно, вот это все перестало работать. И вот, собственно, это привело к такому к пониманию, что старая норма перестала работать. Поэтому надо создавать новую норму. Вот. И это вообще такой огромный вызов. Это, наверное, один из тех триггеров, то, что меня вовлекает в индустрию образования. Я хочу сказать, что образование – это совсем не сильно маржинальная история. То есть она скорее это то, что ты оставляешь после себя. Вот. Поэтому, поверьте, есть масса других, более маржинальных и менее волнительных с точки зрения ответственности бизнесов. Поэтому
конкурируют продуктом. Да, у каждого есть свое понимание и видение продукта. И никто не сможет сказать, что там, мой продукт лучше, чем твой. Потому что это все субъективизм чистой воды. Вот, поэтому у каждого есть свое видение продукта, наверное, своя цель, миссия, ценности. И поэтому продукт, он, по сути, инструмент достижения, реализации этого. Вот. Ну, вот я могу про наши ценности сказать. Да, очень интересно услышать вашу миссию, ценности. Да, пожалуйста, я вот прошу всех внимательно это послушать. Наша вообще миссия – это растить людей, способных менять мир к лучшему. Это очень важная миссия. Мир меняют технологии, технологии создают люди. На сегодняшний момент соло-люди никаких технологий не создают, создают компании. И поэтому, когда мы ставим целью своей подготовки к поступлению в университеты топ-100, это вот одна из задач там, по реализации наших достижений, нашей миссии. Да, вот, мы, собственно, потому что за выпускниками этих университетов гоняются, соответственно, компании, в которых создаются новые технологии. Вот, поэтому у нас логика вот так выстроена. Вот она, на мой взгляд, достаточно безупречна, на мой взгляд. Вот, поэтому все, что мы делаем, оно связано вот с этим. Вот и вторая ветка наша такая очень важная – это большой упор на предпринимательство. Мы сами создали свой авторский курс предпринимательства. Он с первого класса интегрирован в учебный план. То есть я могу сказать, что это наша авторская история, она очень, на мой взгляд, предпринимательство – это лучшая платформа для прокачки soft skills. Soft skills или универсальные компетентности – это как раз то, чего не хватает традиционному академическому образованию. Вот. И как это интегрировать одно в другое, как сделать такую, по сути, образовательный стандарт, который бы развивал и то, и то. Вот это задача, которую мы, например, в One International School решили. То есть мы создали свой образовательный стандарт. Вы можете представить, дети с первого класса 3 раза в год участвуют, делают свои проекты, там триместровый цикл, и каждый триместр завершается питч-сессией, где они выступают перед бордом инвесторов, которые оценивают их проекты, и те проекты, которые понравились, они получают деньги. Детские деньги, небольшие, но деньги на дальнейшее развитие проекта. Вот это очень круто. Почему? Потому что делая проекты, во-первых, дети сами выражаются, то есть это их волеизъявление, они делают то, что им нравится, это очень важно. И второй момент, они, в общем-то, делая предпринимательский проект, они как раз реализуют и развивают, накачивают эти мышцы, как раз компетентностные, которые крайне необходимы. Вот это все. И в дальнейшем, то есть мы, в общем-то, наверное, не предприниматели растим, а скорее развиваем предпринимательское мышление. И вот это предпринимательское мышление – это тоже, в общем-то, возможность, собственно, стать тем человеком или той сущностью, да, которая может менять мир к лучшему. Наше видение продукта такое. Поэтому, говоря о конкуренции, это может быть конкуренция продуктов, но она точно не является конкуренцией в какой-то такой базовой трактовке, когда у тебя помидор, а у меня помидор другого сорта, и мы там магазинами соревнуемся. Нет, это все по-другому. То есть всего этого очень мало, это очень ресурсная история, поэтому о конкуренции речь не при... в общем-то, я просто всем могу пожелать выбрать хорошую школу. Это, правда, очень такое фундаментальное, важное решение для семьи. Смотрите на ценности, на миссию, заходите, смотрите, как это все выглядит, кто учится, какое комьюнити внутри и вокруг этого. Это тоже очень важно. Потому что ребенок, он себе кумира найдет в любой среде. Очень важно его поместить в ту среду, где, собственно, будут, наверное, люди, разделяющие ценности семьи. Потому что у ребенка ценности, они еще формируются, а семьи уже они как-то сформированы. Очень важно по ценностям собирать правильную аудиторию. И тогда есть шанс, потому что ты ребенка никогда не воспитаешь без семьи. Как мама хочу подписаться просто под каждым словом. Настолько, да, действительно попадает прям в мое родительское сердце каждое действительно слово. Очень ценная миссия. Если говорить о ситуации на сегодня, санкции со стороны Европы, Америки как-то повлияли, например, на возможности международного сотрудничества? Может быть, на какие-то другие аспекты? Безусловно, санкции. Ничего смертельного нету, я сразу хочу сказать, забегая вперед, ничего смертельного нет, все как работало, так и работает. Принципиально важно, что к детям претензий нету. Наши российские дети поступают в университеты, вообще глобально не сталкиваются ни с проявлениями агрессии. Да, есть какие-то сложности тактические во взаимодействии с институтами, кто-то экзамен не проводит, не сертифицирует, кто-то еще чего-то. Существуют каналы взаимодействия с какими-то школами партнерскими.
в других регионах. Ну, нет, проблем нет, никаких нету. 20-30% уехали, это правда. Вот. Но именно вот семей по тем или иным причинам релоцировались или что-то еще произошло. Вот. Но многие возвращаются. Ну, даже без того, что многие возвращаются, на смену приходят другие. Ну, а в чем-то мы даже являемся бенефициарами, потому что мы являемся одной из самых, наверное, международных школ на вот ландшафте школ, частных школ Москвы, то, что был большой достаточно, ну, такой значимый сегмент международных школ. Кто-то ушел с рынка, как англо-американская школа, кто-то потерял сильно в качестве, да, потому что они были построены на другом рецепте. Там в основе были международные педагоги. Ну и после 2014 года начался отток качественных педагогов из России, поэтому вот то образование, которое эти школы давали, у него, кстати, я хочу сказать, что там есть и огромная масса плюсов, но есть и масса минусов. Мы тестируем этих детей, по ним есть очень большие вопросы. Многие из них не могут к нам поступить, просто они не выдерживают нашего уровня требовательности академической. Ну вот эти школы ушли или потеряли в своем качестве, вот, к сожалению. Ну вот, и это освобождается ниша, да, потому что в Москве там больше, там, не знаю, ну, большое, несколько тысяч семей, детей, которые ходили в эти школы, и они вот сейчас испытывают, конечно, желание доучить своих детей в том формате, в котором они учились. Вот, ну, с этим тоже как-то пытаемся помогать, как можем. Вот, где-то открываем школу за границей, чтобы тоже помочь. Это вообще отдельная тема, она очень интересная для нас сегодня. Ну, вот, то есть мы гордимся тем, что мы, во всяком случае, сейчас делаем попытку доказать превосходство современного российского образования в международном контуре. Ну, очень интересным. Ну, вот, лично меня очень захватывает. Ну, ты ищешь же себе какие-то мотивации. Вот это прямо сейчас одна из мотиваций ищей. А можно поподробнее? Помните у Чуковского «Таракан, тараканище». Вот мотивация. Да. Более превосходная степень, да. Вот у вас в названии существует такое понятие, как international. Да. Вы можете поподробнее все-таки вот остановиться, почему international, в чем здесь вот суть? Да, конечно. Ну, как я сказал, да, там, если мы вернемся минут на там, чуть-чуть назад в нашем, да, то вот, есть миссия, есть инструменты, и поэтому поступление в топ-100 университетов – это одна из возможностей, которые даем нашим студентам. Международный университет и вообще международный мир, он глобален. Поэтому слово international, да, то есть мы говорим о том, что мы даем международное образование, которое позволяет получить международный диплом и, соответственно, иметь высокую конкурентоспособность при поступлении в топовые университеты. Я, кстати, что хочу сказать, да, вот что тоже очень важно. Я знаю, что многие из наших коллег, предпринимателей, там, кто-то думает о релокации, кто-то релоцировался. Я хочу сказать следующую вещь, что вот у меня есть совершенно устойчивое убеждение, что наше современное международное образование, сделанное по стандарту, например, как у нас в One International, оно является одним из самых конкурентоспособных в мире. Говорю это не ради красного словца, а это объективная реальность. Те из нас, кто перетащил детей за границу и отправил их учиться, если мы говорим про школу основную, то есть это 5-9 класс, например, то наши дети на 2-3 года опережают своих коллег в Европе. Это повсеместно. В Америке то же самое. То есть наша задача, если правильно школа сконструирована, с высокой академической задачей, это очень конкурентоспособно. И почему я об этом говорю? Потому что если рассматривать, смотря какую задачу решать, да? Если ты рассматриваешь задачу, чтобы ребенку было хорошо, может быть, не надо ставить академические задачи. Не обязательно. Ребенок ходит, там, сегодня у него есть настроение, завтра нет. Ну, кто возьмет ответственность за ребенка? А мало ли что-то случится с вами или еще с кем-то, если он не подготовлен к реалиям жизни, какой-то конкуренции. А вот точка конкуренции – это, например, момент поступления в международные университеты, топовые, если взять топ-100. Они неоднородные, там где-то конкуренция, в первой двадцатке вообще там сумасшедшая конкуренция, потом там она немножко снижается. Но что я хочу сказать, что везде картина, она идентичная. Сумасшедшая конкуренция со стороны азиатов. Азиаты – это маленькие роботы. Они не испытывают к себе жалости. Они фантастически трудоспособны и мотивированы, они заряжены. И поэтому, если бы их не квотировали, то вообще бы в университетах учились одни азиаты. Университеты уже давно начали их квотировать.
Но все равно, даже при наличии этих квот, все равно конкуренция, европейцы проигрывают конкуренцию. У наших, у русских ребят есть возможность должным образом подготовленных конкурировать. И это очень здорово. Поэтому, когда я говорю о том, что наше образование очень достойно, но нужно выбирать хорошие образцы, да, потому что есть такой, то, что называется боковой сайд-эффект или боковой эффект, что если ты перегрузишь ребенка академическими задачами, он в 80% времени он выключается и теряет, то есть уже специальный термин, там, детская депрессия. Да, там, как защитная реакция. Да? Конечно. Поэтому очень важно, ну это такой же тонкие настройки, как организована методика, как процессы академического, насколько она дифференцирована, индивидуализирована. Только в этом случае ты имеешь, насколько вот атмосфера такая вот должная, но тогда ребенок не выгорает, потому что выгорание у детей происходит гораздо быстрее. Вот это, собственно, вот это искусство, да? Как в рамках времени создать вот эту вот систему, комбинацию баланса между академом, развитием soft skills и личностью, да, то есть как его не передавить, и в то же время достичь высоких академических результатов. Да, очень важный момент сейчас в современном образовании. Я знаю, что дети сейчас действительно перегружены, поэтому баланс вот это очень важен. Максим, большое спасибо. Мы говорили с Максимом Натаповым, основателем One International School, и о коммерческом образовании как о бизнесе мы поговорим во второй части нашего интервью. Большой английский, сильный академ, атмосфера, селективность, вот это все там описывает нашу школу. Вот. Это очень важно, да, потому что хороших таких международных школ с российской культурой, с российской традицией во всем мире крайне мало.